Ешь тогда, когда действительно хочешь. Рацион должен быть разнообразным и вкусным. Очень люблю бутерброды с творожным сыром, авокадо и лососем. То смело можешь есть. Каждый съеденный нами вредный продукт по-любому где-то отложится. Это уже алкоголизм. Привет! Если тебе надоело каждый понедельник начинать новую жизнь, садиться на изнуряющую диету и давать себе обещание, что наконец-то ты пойдешь в спортзал или будешь интенсивно заниматься дома, то это видео для тебя. Сегодня я решила затронуть такую важную тему, как питание. Ведь именно от этой составляющей на 80% зависит успех твоего пути к идеальному телу. Можно садиться на различные диеты, использовать сушки, низкоуглеводные диеты, диеты Дюкана, их огромное количество. Но это все рано или поздно приводит к срывам, и ты снова заедаешь этот провал. Идеальным вариантом в таком случае будет придерживание правил правильного питания. И именно о них я сегодня хочу поговорить. Я уже затрагивала тему питания на своем канале. Если ты пропустила, можешь посмотреть это видео. Итак, чтобы снова не садиться на изнуряющую диету, которой хватит всего на неделю, тебе нужно придерживаться всего нескольких правил. Давай разберем их подробнее. Мое первое правило правильного питания заключается в том, что рацион должен быть разнообразным и вкусным. Разнообразным он должен быть для того, чтобы из пищи получать все необходимые витамины и микроэлементы, а вкусным, чтобы снова не сорваться и не заедать стресс. При готовке использую различные приправы: карри, куркума, паприка, перец, чеснок. Их огромное количество. Экспериментируй, и ты обязательно найдешь то, что тебе понравится. Второе правило: каким бы ни был твой режим дня, постарайся внедрить в него 3 основных приема пищи. По необходимости можно добавить 1 или 2 перекуса, это если уж совсем длинный продолжительный рабочий день. Далее все-таки необходимо рассчитать свою норму калорий. Она рассчитывается по следующей формуле. Теперь, когда ты определила свою норму калорий и просчитала, сколько приемов пищи у тебя получается, есть ли у тебя перекусы, тебе нужно распределить калорийность между приемами пищи. Самым калорийным будет второй прием пищи. Меньше калорий будет в первом, и самым легким будет последний прием пищи. Пятое правило очень простое, и звучит оно следующим образом: ешь тогда, когда действительно хочешь. Чтобы точно распознать чувство голода и не перепутать его с жаждой, когда оно появляется, выпей стакан воды. И если через 10 минут это ощущение не прошло, то смело можешь есть. И раз уж мы заговорили про воду, давай разберемся, сколько же ее нужно пить. Существуют различные мнения по поводу количества воды в день. Ее меряют литрами, стаканами, кто-то говорит, нужно выпивать 1, 1,5, 2 литра воды. Также я слышала, что суточная норма составляет 8 стаканов воды. Но нужно понимать, что маленькой хрупкой девушке понадобится воды меньше, чем тяжеловесному мужчине. Оказывается, и у воды есть своя суточная норма. Она рассчитывается по формуле 1 мл на каждую съеденную калорию. Но нужно не только рассчитать свою норму воды, но и распределить это количество в течение дня равномерно, чтобы ты не вспоминала о том, что не пила воду целый день и не выпивала целый кувшин, ведь иначе это утром все выльется в отек. Седьмое правило заключается в том, что все-таки придется исключить некоторые продукты из своего рациона. Это те продукты, которые не несут никакой пользы, не насыщают нас полезными микроэлементами. На первое место я бы отнесла алкоголь. Да, ученые говорят, что 1 бокал хорошего вина никому не помешает, но не нужно выпивать каждый день или каждые выходные, иначе это уже алкоголизм. Следующая большая категория продуктов – это магазинные сладости. Я имею в виду торты, печенье, конфеты, сладкие напитки, такие как соки, лимонады, выпечка. Все это содержит огромное количество сахара. В некоторые сладости добавляют еще и пальмовое масло. Если вы такие же сладкоежки, как и я, и вам тяжело избавиться от этой тяги к сладкому, решение есть. На рынке сейчас очень много полезных сладостей: протеиновые батончики, печенье, есть даже мармелад полезный, который не содержит сахара в своем составе. Также сладкое можно готовить дома: различные кексы, маффины, блинчики. Можно муку заменять на протеин. Есть уже готовые смеси для маффинов, для панкейков или панкейков. Можно делать различные суфле, желе, и вы точно будете знать, что в составе этих сладостей. Также есть огромное количество соусов, топпингов. Пожалуйста, вы можете использовать и их. И сюда же я отношу белый хлеб. Вы мне скажете, ну как же так? Все всегда во все времена ели хлеб, это вообще всему голова.
Да, но раньше практически никак не обрабатывалось зерно, это во-первых, а во-вторых, труд был ручной. Сейчас же у большинства из нас сидячий образ жизни. Каждый съеденный нами вредный продукт по-любому где-то отложится. Если вам тяжело исключить хлеб из своего рациона, то, пожалуйста, выбирайте цельнозерновой и постепенно сокращайте его количество. От следующей категории продуктов мне было достаточно легко избавиться. Сейчас я говорю о фастфуде и чипсах. Эти продукты сказываются плохо не только на фигуре, но и на лице. Проявляются они в виде различных высыпаний, прыщей. Чипсы можно сделать дома из лаваша, и также существует большое количество различных форм, видов чипс с полезным составом. Еще одна большая категория, которую я бы исключила, это полуфабрикаты. Сюда бы я отнесла котлеты и сосиски. Это, наверное, самые распространенные полуфабрикаты, которые есть у большинства населения. Я понимаю, что не всегда есть возможность стоять долгое время у плиты и что-то готовить. Но лучше эти полуфабрикаты сделать дома. Накупить побольше мяса, перекрутить его в фарш, налепить котлет и убрать их также в морозилку. Или даже если вы прибегаете к покупке и приготовлению полуфабрикатов, это должно быть крайне редко. Их должно быть так же мало, как и колбасы. И еще одна большая категория продуктов – это майонезы и соусы. Опять же, в 21 веке существует огромное количество альтернатив соусов с низким содержанием калорий. Вы можете использовать их. Майонез тоже можно сделать дома, заменить его на нежирную сметану или вообще использовать другую заправку к салату. Теперь давайте поговорим о том, что же нужно включать в свой рацион. Конечно же, это свежие овощи и зелень. В период не сезона овощей можно использовать и заморозку. Благо, сейчас ее научились делать достаточно качественно. Если пакет непрозрачный, прощупайте его руками, чтобы не было больших комков слипшихся овощей. Если вы, как и я, не любите овощи, заменяйте их грибами. В вашем рационе обязательно должно присутствовать мясо. Из нежирных сортов я очень люблю курицу и индейку. В последнее время готовлю только индейку, запекаю ее в духовке. Это занимает минимум времени, получается вкусно и сочно. Также можно употреблять крольчатину, говядину. Иногда я позволяю себе есть даже жирное мясо, такое как свинина в виде шашлыка, но опять же это случается крайне редко, и нужно помнить про свою норму калорий. В качестве альтернативы к мясу нужно употреблять рыбу. Такие сорта, как тилапия, треска, минтай, горбуша, тунец, очень хорошо добавлять его в салат. Иногда в моем рационе есть и жирная рыба, такая как лосось. Очень люблю бутерброды с творожным сыром, авокадо и лососем. Еще один продукт, без которого не обходится моя корзина, это яйца. Яйца очень богаты различными витаминами и микроэлементами. И уже не стоит бояться за то, что они повышают уровень холестерина в крови, и не нужно выбрасывать желтки. Ученые доказали, что на уровень холестерина влияет не само яйцо, точнее его часть желток, а то, как они приготовлены. Холестериновая бомба будет, если вы приготовите омлет с беконом и сыром, что является достаточно частым блюдом на завтрак у многих людей. Надеюсь, теперь ты сможешь составить для себя оптимальный правильный рацион. Внедришь эти правила в жизнь, чтобы больше никогда не пришлось сидеть на изнуряющих диетах, и станешь лучшей версией себя. До встречи в следующем видео.